Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать прозрачные титры для вашего видео. Все, что нам понадобится для титров, это обычный Adobe After Effects. Кстати, версия не имеет значения, будто он старый или новый. Делается это все быстро, и в этом нет ничего сложного. У меня цель как можно быстрее набрать 1500 подписчиков. Поэтому, если ты еще не подписан, подписывайся на канал, ставь лайк и пиши абсолютно любой комментарий. И как только наберется эта цифра, я запущу стрим, в котором бесплатно прокачаю любой канал. Ну а мы начинаем. Поехали! Сегодня нам понадобится любой отрывок вашего видео. Например, я взял отрывок из предыдущего ролика. Ну и сама программа Adobe After Effects. У меня CC 2018 года, но версия не имеет значения. И сразу давайте посмотрим то, что у нас должно получиться в конечном результате. Очень даже прикольная превьюшка. Теперь переходим к самой программе. На начальном этапе выбираем создать композицию. Ширина 1920 на 1080. Частота кадров, ну пускай такая и остается. Продолжительность выбираем 6 секунд. Цвет фона проследим, чтобы был черный. Нажимаем ОК. Теперь сворачиваем программу и перетаскиваем отрезок нашего видео в рабочую область. Вот сюда. Кстати, вот так выглядит отрывок нашего видео. Ладно, идем дальше. Нажимаем правой клавишей мыши «Создать текст». И что-нибудь напишем. В моем случае это название моего канала. Mr. D1. После этого подкорректируем размер и выровняем по центру. Данный шрифт называется Pantone Extra Black. Ссылку я оставлю в описании под видео. Теперь нажимаем клавишу F4, и у нас появился новый раздел. Кликаем по этому разделу и выбираем подложка альфа-канала. Вот, и у нас уже появились прозрачные титры, осталось только настроить. Выбираем слой с видео и корректируем к надписи. Здесь нажимаем сочетание клавиш Ctrl-, чтобы уменьшить, в то время как Ctrl+, чтобы увеличить. Давайте посмотрим, что получилось. Окей, настало время добавить анимацию текста. Для этого раскроем слой с текстом, кликаем на стрелочку «Анимировать», выбираем смещение символов. Раскрываем инструмент диапазона. Проследим, чтобы наша композиция стояла на начале воспроизведения. Далее выбираем секундомер начала и конца. Ну а смещение символа выставляем примерно от 10 до 15. Теперь очень важно, перетаскиваем ползунок на 4 секунды и выставляем таймер начала на 100%. Посмотрим, что получилось. И мы уже на данном этапе получаем неплохой эффект анимации текста. Давайте добавим еще одну анимацию, словно наш текст выезжает справа налево. Для этого снова нажимаем на стрелочку «Анимировать», только теперь нужно выбрать трекинг. И у нас добавилось два новых пункта. Далее выбираем степень сжатия. Выставляем значение примерно, но пускай будет 15. Кстати, забыл, еще нужно нажать на таймер. Далее ползунок перетаскиваем на 4 секунду и возвращаем значение на 0. Давайте посмотрим, что получилось. В принципе, да, текст выезжает. Все очень просто и симпатично. Давайте сохраним наше видео. Для этого перейдем к композиции, добавить в очередь рендеринга. Здесь кликаем на без потерь. Формат выбираем QuickTime. Параметры формата проследим, чтобы стояла анимация. Кстати, вот здесь написано, что у нас стоит анимация. В принципе, больше ничего не меняем, нажимаем ОК.
Далее нажимаем на нашу композицию и выбираем место, где она будет сохранена. Например, у меня самый быстрый диск C, поэтому я его и выбираю. Далее не забываем про название. Ну, например, прозрачные титры. Нажимаем «Сохранить». Это нажать на кнопочку «Рейдеринг». Ну а пока идет создание видео, самое время подписаться на канал и написать любой комментарий, чтобы мотивировать меня на создание нового, более крутого видео. А вот и наш сохраненный файл. Давайте запустим для теста. Эй, прикольно! Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Подписываемся на канал, ставим лайки и пишем абсолютно любые комментарии. И тогда мы с вами скоро увидимся. Всех обнял, до скорого!